День добрый. В сети уже который день гуляют разные видео с окопов с Чернобыльской зоны, из Рыжего леса якобы. Из дрона, из земли. Есть уже новостные сюжеты из ТСН и еще каких-то каналов. То есть там побывали журналисты. ДАЗВ, Государственная агенция зоны отчуждения, сделала заявление, что орки соорудили масштабное укрепление длительного пребывания. Надеюсь, вы видели эти масштабные укрепления. И в связи с этим многие мне писали: как же так? Вы же говорили, там ничего нету. А тут вон оно нарыто, это же факт. Это же, там есть уже люди, которые умерли от лучевой болезни. Что вы теперь скажете на это все? Окей. Для этого я и записываю видео. Я скажу. Что мы видим на отснятых сюжетах? Мы видим капонир для танка или какой-то другой тяжелой техники. Видим какие-то ямы, какое-то укрытие, обтянутое пленкой типа сарая, брезентом или еще чем-то. Видим траншеи глубиной примерно полметра и длиной метров 5. Видим имитацию противотанковых ежей из молоденьких березок. Видим табличку ПЗРО. Пункт захоронения радиоактивных отходов «Рыжий лес». Такая ядреная табличка, да. Натянутую ленту, которая там болтается по ветру. Сожженную траву и кусты вокруг этой площадки. И, собственно говоря, саму площадку, на которой снят дерн. Видим воду в нарытых укреплениях, ямах. То есть было очень влажно и песок сырой. Какой вывод из всего этого у меня напрашивается? Пришли, покопали, загнали танк, вода. Танк выгнан, не в воде же ему стоять. Рыть блиндаж нельзя, вода очень близко. Поставили сарайчик этот обтянутый брезентом. И сделали КПП, блокпост. Приказ высшего начальства выполнили. То есть, на мой взгляд, опять же, я всегда выражаю свое мнение в своих роликах, я ничего не утверждаю. На мой взгляд, солдат погнали заняться хоть каким-то делом. Должна быть дисциплина. Солдат, который ничего не делает, теряет дисциплину. Дабы не слонялись без дела. Это как в воинских частях покрасить траву. Или копать траншею отсюда и до заката. Так где-то. На всей площадке снят дерн. Это четко видно. И, на мой взгляд, это сделано не просто так. Труднорастворимые радионуклиды типа цезия и стронция не уходят глубоко в почву. Они труднорастворимые и плохо растворимые в воде, значит, они остаются наверху. Верхний слой 5, максимум 10 сантиметров. Глубже они не уходят. И значит, чем глубже, тем песок чище. Кроме того, у цезия и стронция имеют примерно одинаковый период полураспада, около 30 лет. Прошло уже 36. Значит, его там осталось в 2 с лишним раза меньше от первоначального. Сняв дерн, мы получаем относительно чистый песок. А значит, о больших дозах радиации следует забыть. Тем более, что погода же стоит до сих пор еще влажная и сырая. Песок сырой. Пылевой разнос исключается полностью. Разве что пригоршнями руками рыть этот самый песок в поисках горячей частицы. Табличка ПЗРО. Ее можно воткнуть в любом месте. Это я вам по опыту говорю. Чтобы напугать народ. И я сильно сомневаюсь, что она изначально там стояла. Для красивой картинки можно воткнуть в любом месте. И это горячий след. После 26-го основной след пошел выброс на юго-запад, где оказался основной рыжий лес. Стоящий рыжим на самом деле. На съемках и на фотографиях это видно. И на запад. Так вот, нарыли как раз на западе. Кстати, туристы, которые возились в Чернобыльскую зону, они очень любят фотографироваться на фоне аналогичных табличек.
Ну это же круто. ПЗРО «Рыжий лес». Я в крутой, я в рыжем лесу. То есть туристы это давно освоили. Ну и потом, никакого радиоактивного захоронения в этом месте нет. Никто не будет делать захоронение радиоактивных отходов прямо у дороги. Ну и вишенка на торте. Ежи из молоденьких березок. Ну это вообще апофеоз масштабных укреплений блокпоста. Ну ей-богу, лучше бы не показывали. Сухой остаток. Земляные работы в Чернобыльской зоне были. Цель непонятна. Скорее всего, чтобы занять солдат какой-то работой. И это копали в месте горячего следа и возможной границы рыжего леса. Каких-либо серьезных доз радиации, повлиявших на здоровье, никто не получил. Навредить можно чисто психологически, головой. Напридумывать себе что угодно вследствие возможного воздействия радиации и реально заболеть. Ну или нарыть ту самую горячую частицу одну на всех. Ну, это вполне возможно. Еще один интересный момент про оккупантов. На КПП «Детятки» были сувенирные ларьки «Чернобыльтура». Так вот, их разграбили подчистую. Вынесли все. А этот самый Чернобыльтур в свое время наладил продажу консервных банок с воздухом Припяти и того самого рыжего леса. А еще там можно было купить светящиеся презервативы. Так вот, у оккупанта после длительного пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения и проведения земляных работ, конечно же, будет что-то светиться. Отдельные части тела. Ну, вы догадываетесь, какие именно. Я надеюсь, что чернобыльский туризм прекратит свое существование. Я думаю, что именно под видом туристов в зону могли приезжать граждане РФ и на месте фиксировать всю действительно настоящую инфраструктуру зоны. Могли уговорить отклониться от маршрута и заехать в тот район, который им особо интересен. Такие случаи были. В ноябре прошлого года было задокументировано отклонение от маршрута именно у Чернобыльтура. А некоторые туристы в своих соцсетях на страницах хвастались подобными случаями у других туроператоров. То есть это не были единичные случаи. І в будь-якому случае, друзі, ми разом, ми переможемо, бо ми Україна. Будемо жити.